Всем привет, с вами Автандил. Сегодня очередное видео из нашей серии про D20, про синтезатор наш родной. И по просьбам трудящихся, наконец-то мы сегодня сможем охватить тему секвенсор. Итак, поехали. Включаем наш синтезатор. Прежде чем начать запись, работать с секвенсором, нам необходимо немножко подготовиться. В чем заключается эта подготовка? Во-первых, надо настроить метроном. Сейчас мы этим и займемся. Нажимаем кнопочку темпа. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть выбор скорости. Вот в данном случае 120 стоит. Но, допустим, мы поставим 100. Следующий параметр. Громкость метронома. Ну, мы его оставим 50. И громкость наших барабанов тоже пускай будет 50. Отпускаем кнопочку темпа. И теперь нажимаем ее вместе с одной из кнопочек дисплей. Здесь можем выбрать режим метронома. Во-первых, сейчас у нас мигает значение бит. Я его изменял. Честно говоря, я особой разницы не обнаружил. То есть это тип барабана, который нам будет отбивать наш метроном. А вот справа у нас более интересный параметр. Вот сейчас по умолчанию стоит Rec Only, то есть это только во время записи. Еще есть другие режимы. Count In и Record and Play. Ну, в общем-то, суть этих режимов она ясна из названия. То есть режим Record and Play у нас метроном будет во время нашей сессии, во время записи, во время воспроизведения все время стучать. И, наверное, это, в принципе, не обязательно, потому что у нас в нашей песне, скорее всего, будет какая-то барабанная партия, которая, в общем-то, достаточно успешно нам роль этого метронома и сыграет. Record Only тоже, в общем-то, нужно не всегда. Но, по крайней мере, вы знаете, что такой режим тут есть. И Count In – это режим как бы заставки. То есть обычно в течение 2 тактов до нашего такта, с которым мы начнем записывать песню, либо будем продолжать, а записывать песню мы можем с любого такта, то есть не обязательно с первого. Допустим, мы записали 10 тактов, а хотим еще дальше, и чтобы не переписывать все, мы будем продолжать просто запись с 10-го такта. Так вот, с любого такта, с какого мы бы не записывали, у нас будет такой обратный отсчет. В течение 2 тактов нам метроном будет звучать, и мы будем настраиваться на запись. Как вот в ансамблях, допустим, ударник палочками за такт такое делает нам. И мы готовимся и начинаем играть. Входим в ритм. Итак, метроном мы настроили. Кнопочка Exit. Выходим из этого режима. Теперь нам надо будет определиться со структурой нашей песни. Ну, скорее всего, опять-таки в ней будут барабаны. То есть мы уже знаем, как выбирать барабанные паттерны. И нам надо прикинуть, какие паттерны в каком такте будут звучать. Если необходимо, мы должны создать новые паттерны, ну, чтобы как-то украсить
наш ритмический рисунок. Вот это надо все будет подготовить. Ну и следующее это, в общем-то, те инструменты, которыми мы будем играть наши партии, их надо тоже выбрать. Это все лучше подготовить заранее, чтобы уже мы не отвлекались от режима записи. Надо сказать, что секвенсор, он работает, в принципе, в обоих режимах синтезатора. И в режиме исполнения, и в режиме мультитембральном. Но в режиме исполнения на все наши дорожки, на которые мы можем записать, он записывает один и тот же инструмент. Так что, в принципе, я большого смысла не вижу вот в использовании секвенсоров в этом режиме. И, скорее всего, мы будем иметь в виду именно мультитембральный режим. Потому что в мультитембральном режиме мы на все наши 8 дорожек, которые у нас выделены для звуков, мы можем записать разные инструменты. Это, конечно, нам интереснее. И таким образом мы можем собрать игру целого ансамбля. По одному инструменту запишем на каждую дорожечку, и у нас получится супергруппа. Как это дело готовится? Наш секвенсор, он работает с тембрами. Вот если вы помните, тембры мы знаем, как выбирать. А11 – это у нас акустик пиано. Ну и так далее. Все остальные инструменты. К сожалению, нигде в мануале нет вот этого списка всех тембров. Я создал табличку с именами звуков в банке и соответствующими им номерами тембров. Вот эта табличка сейчас появится у вас на экране. Какое-то время постоит, пока я буду продолжать рассказывать. Так что вы можете сделать скриншот и, в общем-то, ей пользоваться. Потому что мы сейчас рассматриваем работу синтезатора как такового без внешних подключенных устройств. И поэтому нам какие-то редакторы, которые бы сразу показали весь банк звуков, из которого было бы удобно выбирать, эти редакторы отсутствуют. У нас наш синтезатор выступает как отдельная рабочая станция. Вот, допустим, у нас больше нет никаких компьютеров, ничего. И мы какую-то работу можем сделать на самом синтезаторе Roland D20. Итак, табличку мы посмотрели. И давайте теперь повыбираем звуки. Как я уже говорил в одной из прошлых лекций, звуки мы слышим только парт 1, части 1 или дорожки 1. Всех остальных дорожек мы звуки в нормальном режиме не слышим. Поэтому, когда мы готовимся к записи песни, в общем-то, логично их попробовать все на дорожке 1, все наши звуки. Вот у нас сейчас стоит акустик пиано. Допустим, этот звук нам нравится. Теперь нам надо выбрать какой-то бас. Ну, к примеру, B43. Вот мы смотрим из списочка. B43. Это такой электрик бас. Чуть пониже. Вот. Допустим, он нам нравится, мы себе на бумажке записываем, что на второй дорожке у нас будет B43, электрик бас. На третьей дорожке, ну, допустим, будет орган. Вот мы выбираем орган А25. Нравится, да? Записали на третью дорожку орган А25. Ну и на четвертую дорожку выберем, допустим, флейту.
А71. Так, ну еще раз повторю, что мы это все делали на первой дорожке. То есть сейчас расставим это как необходимо для записи в секвенсоре. То есть на первой дорожке у нас будет А11, акустик пиано. На второй у нас был электрик бас Б43. На третьей дорожке орган А21. И на четвертой дорожке у нас была флейта А71. Ну вот теперь мы подготовились к записи. У нас есть все, что нам надо, и можем приступать. Итак, обычно запись начинается с записи ритмических паттернов. Переходим непосредственно к записи. Включаем режим секвенсор. У нас загорается соответствующая лампочка. Здесь мигает сейчас номер такта. Ну и такая надпись End, говорящая о том, что у нас, в общем-то, этот первый такт является и последним, потому что мы еще ничего не записали. Если мы нажмем нижнюю кнопочку дисплей, мы можем посмотреть, сколько у нас доступной памяти. Эта информация появляется, пока мы держим эту кнопочку. Если мы нажмем верхнюю кнопочку дисплей, у нас появится наша скорость. Ну, можно сказать тут, что у нас не стоит задача создать какое-то гениальное музыкальное произведение. Просто я буду брать какие-то простейшие паттерны, нажимать простейшие аккорды и просто показать вам сам принцип записи и последующего редактирования записанного. Итак, нажимаем кнопку Int Card. Тем самым мы включаем режим записи ритмических паттернов. Вот у нас в верхней строке нашего табло стоит режим Rec, то есть запись. И мы можем записывать наши паттерны. Ну, поскольку паттерны уже заранее заготовлены, они вот либо с завода заготовлены, если вы помните, с 11 по 48, а с 51 по 88 мы можем запрограммировать сами. И любой из этих паттернов мы можем использовать в нашей песне. То есть нам не надо играть живую каждый барабан, а воспользоваться паттернами. На самом деле играть живую каждый барабан тоже можно, но об этом мы поговорим попозже. Итак, первый такт. Нам предлагается записать паттерн P11. Если именно этот паттерн мы хотим записать, нажимаем кнопку Enter. И видите, значение тактов перешло на двоечку. То есть в первом такте у нас записан паттерн P11. Второй такт, если он же, то еще раз нажимаем Enter. И показания переходят к третьему такту. А с третьего такта, допустим, мы хотим записать паттерн P12. Соответственно, выбираем его и нажимаем Enter. Четвертый такт тоже P12. А с пятого такта, допустим, опять вернемся к паттерну 11. И запишем еще 4 такта. 5, 6, 7 и 8. Нажимаем Exit. И видим, что у нас мигает 9 такт и значочек End. То есть мы до
9-го такта записали, а дальше пока ничего нет. Вот можем ради интереса посмотреть, сколько памяти это у нас заняло. Ну, практически ничего не заняло, то есть 100% еще допустимо. И что мы еще здесь видим? Вот кнопочка А и Б, которую мы в режиме синтезатора мультитембрального выбирали наши голоса, у нее снизу еще есть такое подсказочка ритм. То есть сейчас на этой кнопочке горит лампочка зеленая. Это говорит о том, что на дорожке ритма записаны какие-то данные. И вот мы их можем прослушать. Итак, мы записали 9 тактов наших ритмических паттернов. Перемещаться между тактами мы можем клавишами Value вверх и вниз. Вот мы нажимаем вниз и с 9-го такта переходим на 8-й, 7-й, 6-й. И видим напротив такта, какой паттерн там записан. Вот так можем дойти до 1-го такта. Если мы хотим воспроизвести то, что мы записали, мы нажимаем кнопку «Старт», и какой такт у нас мигает, с такого начнет играть. Вот сейчас у нас стоит 5-й такт. Если мы хотим с него продолжить, то мы просто нажимаем кнопку «Старт». Если мы хотим перейти к 6-му такту, мы, соответственно, переходим к 6-му и играем из этого такта. Если нам вот лень отматывать все эти такты, если у нас их уже много, а мы просто хотим прослушать, что же мы такое записали, то, удерживая кнопку «Стоп», мы нажимаем кнопку «Старт», и тогда у нас композиция начнет играть с 1-го такта. Что тут еще интересного есть? Редактирование уже записанных ритмических паттернов. Редактировать мы можем начать с любого такта. Вот, например, с 5-го мы начнем. Значит, нажимаем кнопку записи. Это в данном случае для ритмической дорожки это кнопочка Int Card. И просто вводим название паттерна. Вот у нас здесь 11, а мы хотим 12. И нажимаем кнопочку Enter. То есть, как мы и записывали, повторяем просто этот процесс записи для каждого такта, и тем самым старые данные у нас перезаписываются. Ну, допустим, мы до конца песни хотим изменить паттерн на 12. И мы просто нажимаем для 6-го такта кнопку Enter, для 7-го и для 8-го. Для остановки нажимаем Exit. Вот у нас опять-таки записано наших 9 паттернов, но уже вот мы смотрим, что те паттерны, которые мы сейчас перезаписали, они получили свои новые значения. И если мы хотим стереть какое-то количество тактов, это делается так. Опять входим в режим записи, кнопочку Int Card, и затем кнопками Display мы входим в режим стирания. Синтезатор спрашивает нас, начиная с 5-го такта вы хотите стереть, вы уверены? Мы говорим да, нажимаем Enter. Выходим опять-таки из режима записи, и мы видим, что у нас в песне осталось только 4 такта. Вот, в общем-то, и все про запись ритмических паттернов. Переходим к следующей теме. Теперь, когда мы записали нашу ритмическую дорожку, давайте добавим инструменты в нашу песню. Здесь есть такое вот общее правило. Когда мы записывали ритмические паттерны,
мы для включения режима записи нажимали кнопочку Int Card. И в результате после записи кнопочка AB загорелась зеленой лампочкой, что говорит о том, что на ритмической дорожке есть какие-то данные. Аналогично, в общем-то, действует и запись на другие дорожки, на которые уже звуки наших различных инструментов пойдут. Например, первая дорожка. Мы нажимаем верхнюю кнопочку под литерой банк. Тем самым мы включаем режим записи первой дорожки. Кнопочка снизу мигает нам красной лампочкой. Это значит, что синтезатор готов к записи. Ну, пробуем, что там за звук у нас. Это было акустическое пиано. И нажимаем кнопку старт для записи нашей дорожки. Вот мы записали 4 такта. Ну, можно прослушать, что мы записали. Ну вот видно, что во втором такте сыграно грязно. И мы можем перезаписать нашу дорожку, начиная именно со второго такта. А если вы заметили, то в нижнем ряду, там где кнопочки Number, у нас кнопка номер 1, она подсвечивается зеленой лампочкой. Это говорит о том, что на первой дорожке появились какие-то данные. Входим опять в режим записи и попробуем исправить некорректно сыгранную партию нашего пиано. Ну, сейчас вроде без лишних нот, но и тайминг, конечно, у нас неровный. То есть какие-то аккорды начинаются раньше, какие-то позже. Чтобы это дело исправить, мы можем квантизировать эту дорожку. Нажимаем кнопку Edit. И первым же пунктом у нас квантизация дорожки. Ну, квантизация выбрана восьмушками. Нажимаем Enter. Теперь нас спрашивают, какую именно дорожку квантизировать. Вот вариант для квантизации, например, дорожка номер 1. Да. Подтверждаем ее выбор. Лампочка становится стабильной, красненькой. И нажимаем кнопку Enter. Все, наша дорожка квантизирована. Прослушаем, как она теперь звучит. Ну, по крайней мере, начинается все, когда надо. Теперь запишем вторую дорожку. На ней у нас был басовый инструмент выбран. Аналогичным путем в верхнем ряду кнопочек банк выбираем 2. Начинает мигать лампочка на нижней кнопочке 2. Выбираем такт, с которого мы будем записывать. И вот когда мы доходим до первого такта, обратите внимание, что нам подсказывает, какой именно тембр у нас участвует в записи. Ну, это B43, то есть это наш бас. Итак, пишем.
Если вы обратили внимание, сейчас у нас в нижнем ряду зеленым горят 3 дорожки. АБ – это наша ритмическая дорожка. Первая дорожка – это где у нас было пиано. И вторая дорожка, где у нас был бас. Если мы нажмем на одну из этих кнопок, то соответствующая дорожка будет заглушена. Ну, например, мы хотим прослушать бас и ударные только, а вот пианино нам мешает. Мы нажимаем кнопочку 1 и лампочка гаснет. То есть сейчас будут звучать только ударные и бас. Все, записали. Идем на третью дорожку. На третьей дорожке у нас был орган. Пишем орган. Ну, тоже можно не прослушивать, сразу ясно, что его хотелось бы тоже квантизировать. Убираем квантизацию. Вот тут мигают сейчас, кстати, сразу 3 дорожки, то есть мы можем сразу 3 квантизировать или выбрать, какие именно квантизировать. Но мы выбираем третью нашу и квантизируем ее. Тем самым корректируем не совсем точную игру. Слушаем, что получилось, опять-таки без пиано. А теперь с пиано. Ну вот, записали 3 дорожки. Ну и поскольку мы готовили 4 инструмента, то давайте 4-ю запишем. 4-я у нас была флейточка. Так, с первого такта записываем. Выход из режима записи осуществляется либо нажатием кнопочки Exit, либо нажатием кнопочки Stop. То есть в любом случае мы запись останавливаем. Ну давайте прослушаем, что у нас получилось. Вот мы, допустим, бас и пиано выключим и послушаем несколько дорожек. Вот что-то мне не нравится последний такт, что-то там не то мы сыграли. И давайте с 4-го такта перепишем. Выбрали 4-й такт, выбираем режим записи 4-й дорожки и нажимаем старт. Ну, прослушаем. Ну, теперь что-то гениальное уже вырисовывается. Аналогичным путем записываются и остальные дорожки, кроме 8-й. Вот давайте о 8-й дорожке поговорим поподробнее. 8-я дорожка, она у нас хитрая дорожка. То есть она позволяет нам записать либо какой-то инструмент, либо барабаны в ручном режиме. И поэтому, когда мы начнем пытаться что-то туда записать,
то есть нажимаем верхнюю кнопочку 8, то у нас на экране появляется вопрос, а что мы хотим туда записать? Либо инструмент с 8 дорожки, либо барабанчики наши в ручном режиме. Ну, мы ради интереса выберем барабанчики. Система наша готова к записи. Лампочка мигает. Ну, сейчас на экране это не видно, но можете мне поверить, что лампочка 8 мигает. И мы проверяем звук, пока еще запись не пошла. Это реально барабаны. Ну вот наша свистелка, которой мы хорошо пользовались, когда говорили о ритмических паттернах. Давайте ее и допишем. Ну и теперь все дорожки, все, то, что мы записали, все вместе их воспроизведем. Вот такая вот какофония. Итак, продолжаем. Все дорожки у нас записаны, и теперь мы бы хотели их немного отредактировать. Ну, какую-то одну из дорожек. Для этого вот я запишу 5-ю дорожку. Такой возьму специально противный звук. Сейчас мы ее запишем, и потом мы с ней поиграемся. Итак, как мы можем редактировать звук? Мы уже знаем, что можно просто... Вот нам, допустим, не нравится, начиная с 3-го такта, то, что мы исполнили. Мы просто переписываем, подводим к 3-му такту и переписываем нашу партию заново. Но еще есть парочка более хитрых методов редактирования. Когда мы выбираем нашу дорожку, вот у нас в верхней строке нашего табло стоит режим REC. Ну, рекорд, то есть запись, с этим режимом как раз мы все и записывали. Но если теперь кнопочкой на дисплее переключить этот режим, тут есть еще две опции. Key On и Punch. Что они означают? Key On – это режим записи, начнется только тогда, когда мы нажмем первую клавишу в данной дорожке. Я вот сейчас попробую его показать. Вот мы ставим 3-й такт и нажимаем старт для записи. Видите, у нас так дальше не идет. То есть он немножко застопорился на 3-м. А как только я нажму клавишу, он начал записываться. И вот мы получили новый звук. Слушаем. Вот слышно было, что он так тут
режет нам ухо, но зато его четко слышно. Это один из подрежимов. Второй режим называется панч. Вообще, в принципе, на синтезаторе есть такой выход для педали. То есть этот режим удобно использовать с педалью. Он заключается в том, что мы наши такты прослушиваем, но запись начнется только тогда, когда мы дадим команду. Причем не нажатием клавиши, как в прошлом режиме, а команду с этой педали. Но поскольку у нас педали нет, то в дебрях инструкции можно вычитать, что ту же функцию выполняет клавиша Enter. То есть мы сейчас попробуем в этом режиме что-нибудь сделать. И вы увидите, как, в общем-то, это работает. Так, поехали. Я нажимаю Enter. Punch in. Punch out. То есть это включение и выключение этой функции. Ну, поскольку я сейчас ничего не сыграл между включением и выключением, то у нас тупо звук стерся. Вот слушаем, чтобы в этом убедиться. А потом звук подтерся. То есть этот режим можно использовать для того, чтобы отредактировать более точно где-то неправильно сыгранную партию, чтобы нам особо на такты не смотреть. А вот мы слушаем мелодию и знаем, ага, сейчас подходим к месту, где я там неправильно что-то сыграл. Мы нажимаем Enter, и у нас включается Punch In. С этого момента идет перезапись. Ну, а если мы ничего не нажимаем, то, соответственно, просто дорожка стирается. Когда мы нажимаем Punch Out, система возвращается в обычное состояние, в обычный режим. В отличие от режима редактирования уже записанной дорожки, когда мы просто с какого-то такта перезаписывали нашу информацию, нашу дорожку, есть режим даббинг, то есть наложение. При этом, ну, как можно судить из названия, старая информация стираться не будет, просто новая будет добавляться. Вот можно сделать это на пятой дорожке. Сейчас мы ее сотрем, чтобы эксперимент был чистый. Это называется Clear Track. Выбираем пятую дорожку и Enter. Как войти в режим овердаббинга? В режим обычной записи мы входили нажатием кнопочки с номером дорожки и из верхнего ряда. При этом на нижней кнопочке соответствующей этой дорожке загоралась соответствующая лампочка, красная мигающая, о том, что дорожка готова к записи. Здесь мы одновременно держим нажатой верхнюю кнопочку и нажимаем нижнюю. И у нас начинает мигать лампочка возле нижней кнопочки, но она уже оранжевого цвета. Это говорит о том, что мы вошли в режим овердаббинг, то есть наложение. Этот режим как бы есть в трех видах. Режим обычной записи по метроному, режим Key-On, то есть эта запись будет у нас играться первый такт, и запись начнется, когда мы нажмем какую-то из клавиш, тогда все дело и пойдет у нас. И третий режим — это даббинг
Pan V. То есть это панорама и volume, то есть уровень нашего инструмента, нашей дорожки. С помощью этого режима можно нашу дорожку послать на левый или правый канал и изменять ее громкость в процессе исполнения. Вот я сейчас выйду из режима, запишу обычным путем на пятой дорожке один аккорд. Так, теперь включаем режим овердаббинга. То есть у нас мигает оранжевая лампочка. И попробуем записать что-то сверху. Помните, что у нас был там один аккорд и больше ничего. Вот я добавил два таких противных звука. И синтезатор спрашивает, записать эти звуки, наложить их на уже существующую дорожку. Мы говорим да, уверены. Нажимаем Enter. И теперь воспроизводим нашу красоту. Ну вот видите, что информация наложилась. То есть у нас был один аккорд и еще плюс мы пару раз там тяпнули ноту. И теперь давайте попробуем сделать нарастание громкости. Опять входим в режим даббинга, выбираем панорама Volume. Значит, панорама здесь изменяется нажатием белых клавиш влево и вправо от ноты до четвертой октавы. Вот если мы нажмем саму ноту до, то у нас панорама будет по центру. Если нажмем ноты левее, то, соответственно, вот будет панорама уходить в левый канал. Если ноты правее, то панорама уйдет в правый канал. Ну, допустим, оставим вот так вот. Правый канал. Изначальную громкость поставим 0. И теперь слайдером value будем увеличивать эту громкость. И эта информация будет управлять громкостью нашей дорожки. Пишем. Мы не будем до конца вводить. Уверены? Да, уверены. Если нажмем Exit в это время, то наша последняя перезапись, она не будет приниматься во внимание, и у нас останется старая дорожка неизмененным. Теперь слушаем получившийся эффект. Ну, как видите, эффект удался. Не знаю, насколько было слышно панорамирование, но, по крайней мере, нарастание звука, я думаю, достаточно четко было понятно. Теперь поговорим немножко о стирании. Вот мы сейчас экспериментировали с пятой дорожкой, а между тем нашу великую песню записывали на первые 4 и дорожку ритма. Теперь, допустим, мы наигрались с пятой дорожкой и хотим ее стереть. Значит, идем, кнопочку Edit нажимаем, кнопочками Display доходим до этого меню, Clear Select, либо All, либо
трек. То есть, либо вообще все стереть, сотрется, причем буквально все, и ритмическая дорожка, и все, что записано было, либо какую-то одну из дорожек мы выбираем трек. У нас начинает мигать красным дорожки, уже записаны, на которых есть какая-то информация. Ну, все, кроме пятой, у нас составляют нашу гениальную песню, поэтому мы выберем пятую. Нажимаем верхнюю кнопочку 5. Лампочка уже застабилизировалась, соответствующей этой дорожке. Ну и теперь надо нажать Enter, и дорожка у нас стирается. Теперь мы можем вернуться к нашей песне, включить остальные дорожки, потому что мы их временно заглушили. И еще раз прослушаем нашу гениальную песню. Ну вот мы здесь видим, что у нас, видно, на какой-то из дорожек мы случайно залезли на такты выше пятого. И надо эти лишние такты нам убрать. Это делается с использованием ритмической дорожки. Мы подводим к пятому такту. Выбираем режим редактирования ритмической дорожки. И, нажимая кнопку Display, попадаем в режим Track Erase. И нажимаем Enter. Все, можно выходить из режима записи. И теперь мы видим, что у нас в песне осталось только 4 такта. Ну, то есть появляется пятый, но на самом деле он не записан. Какие еще опции у нас тут есть в режиме секвенсора? Нажимаем кнопочку Edit. Кнопками Display идем вниз и попадаем на такую панельку, как имя песни. Вот у нас до сих пор наша песня гениальная была без названия, а теперь мы можем дать ей имя. Кнопочками Value перебираем символы, кнопками Upper и Lower выбираем место для символа. То есть, допустим, у нас песня называется АБ. Нажимаем Enter. И теперь видим, что вот на нашем табло в верхнем ряду появилось название песни А и Б. Какие еще опции у нас есть в режиме секвенсора? Нажимаем кнопочку Edit и перебираем кнопками Display. Квантизацию мы уже использовали. Вот есть функция Clear, то есть очистка. Если мы нажмем левую кнопочку, то сотрем вообще всю песню. Если нажмем правую кнопочку Upper, то нам будет предложено, какую именно дорожку мы хотим стереть. Причем можно выбрать сразу несколько дорожек. Имя песни мы только что отредактировали. Еще можно стереть сообщение о панораме и громкости. Вот мы выбираем. И нас спрашивают, на какой дорожке мы хотим это стереть. Ну, у нас оно было на пятой дорожке, а мы ее уже саму стерли. А на остальных дорожках, в общем-то, этих сообщений нет. Ну, можно выбрать какую-нибудь, чтобы он был доволен. Ну, вот. Синтезатор сказал, что он стер, но на самом деле у нас там этих сообщений и не было. Вот, в общем-то, и все, что можно сказать о работе в режиме секвенсора. Надеюсь, что рассказ был понятен, и теперь благодарные пользователи могут начать записывать свои песни. Здесь только есть один нюанс. Вот синтезатор
Roland D20 отличается от синтезатора Roland D10 наличием дисковода. И этот дисковод, он очень важен, потому что если мы записали песню, а потом выключили синтезатор, не сохранившись, то вся наша работа потеряется. У нас останутся только наши ритмические паттерны. Поэтому свою работу надо сохранить на дискету. И у меня был запланирован в этом видео также небольшой рассказ о работе с дискетой. Но, к сожалению, выяснилось, что мой дисковод сломался. И, в общем-то, пока я его не починил, так что это видео записать не получится. Но помните о том, что свою работу надо всегда сохранять, и тогда проблем не будет. Вот, в общем-то, на сегодня все. Как всегда, если понравилось видео, ставьте лайки и предлагайте темы для следующих видео. Всем пока! Game over, man! Game over!